Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лусевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такую элегантную модель с кокеткой. Это джемпер, облегающего такого силуэта. Вот мы до этого все время рассматривали, делали проекты для свободненьких таких джемперочков. Смотрите, вяжется моделька очень просто, очень... Такой узор у нас, два варианта резинки используются. Смотрите, значит, первый у нас идет вариант. Это резиночка 1 на 1, обычная. И второй вариант, так называемая жемчужная резинка, это полупатентный узор. Очень просто вяжется, всего 2 ряда раппорт. Я буду рекомендовать эту модель для начинающих вязальщиц, поскольку она действительно очень простая, вот, и, в общем-то, ничего сложного в вязании вообще самого изделия тоже нет. Очень простая выкройка, все детальки вяжутся раздельно, и затем делаются швы. Боковые швы, плечевые швы, швы рукавов, то есть все у нас здесь со швами. Конечно, самая красота этой модели заключается вот в этой красиво выведенной кокетке. Да? Как сформировать вот этот клин по центру, сегодня будем с вами как раз рассматривать в нашем мастер-классе. Итак, мои хорошие, значит, всем, кому приглянулась модель, остаемся со мной на канале. У нас будет разбор узора, выбор пряжи. Мы будем с вами определять плотность и делать расчеты. Сегодня мы рассматриваем размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. А сейчас смотрим выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Так, для вязания, значит, я буду использовать пряжу белорусскую из серии Classic. Это фирма Comtex. У нас 300 метров 100 грамм. Состав ее: акрил 50%, шерсть 50%. Как вы поняли, это производство России, полушерстяная, очень мягкая, шикарная пряжа. Цвет. Давайте посмотрим цвет. Написано топленое молоко. Что тут еще хорошего пишут? Изготовлено в России, город Подольск. Отлично, хорошего качества. Я даже, знаете, специально снимала, смотрите, ниточку вам приближаю, видео снимала. Я уже делала мастер-класс на использованием этой пряжи. Только, по-моему, другого цвета, там розового была. А это вот у меня лежит, ждала своего часа, да. Идеально она подходит по оттенку топленое молоко, да, к оригиналу, там то же самое. Как альтернативу могу вам предложить вот эту пряжу, Alize Lana Cotton. Это турецкая пряжа, цвет вот у нее 67-й, это состав ее, так, давайте сначала 50 грамм 160 метров, 26% у нас шерсть, 26% хлопок и остальное акрил. Тоже шикарная пряжа, тоже по цвету то же самое подходит, и, в общем-то, она тоже очень мне нравится. Вот если я сравню эти ниточки, вы даже и не поймете, ну да, вот наша меньше скручена, турецкая более пышная такая по структуре, да, вы видите. Вот, но, в общем-то, они очень похожи, очень похожи. Теперь перейдем, значит, к спицам. Спицы используем 3,5 и смотрим, как выглядит узор. Простая резинка, это первая часть связана, и вот эта жемчужная резиночка идет у нас по кокетке. Такая красивая кокеточка идет таким клинышком, да.
Вот. И вот мы сегодня с вами свяжем узорчик. Ну, простую резинку вязать я, конечно, не буду показывать. А вот этот узорчик, вот этот вот жемчужный, полупатентный, сегодня покажу. Он вообще такой простой, такой простой. И вообще джемперочек прям для начинающих идеальный вариант, как бы, да. Резинку все умеют вязать. И вот этот вот полупатентный узор, я думаю, вы тоже сможете связать без труда. Всего 2 ряда раппорт составляет и 2 петли. Любая начинающая справится. Так, ну и расчеты там тоже будут минимальные, поскольку выкройка будет у нас очень простая. Детальки вяжутся отдельно, а потом все сшивается. Поэтому тоже здесь легкое исполнение, в принципе, модели. И она очень эффектная и красивая. Итак, давайте сейчас посмотрим с вами выкройку. Вот такую выкройку я предлагаю сегодня использовать для данной модели. Здесь это упрощенный вариант, нет размеров. Все размеры будут сегодня обсуждаться в конце видео, где у нас идет расчетная часть. Обычно это 10 минут где-то до конца мастер-класса. Там у меня идут расчеты. Я рисую схематично, вам все объясняю, поясняю. Смотрите, планочки здесь нет. То есть здесь сразу идет резиночка у нас. И кокеточку я здесь тоже не нарисовала. Все будет чуть позже, да. У нас будет скос рукава, вязаться спинка и переда вяжутся отдельными частями и отличаются лишь глубиной выреза горловины. Рукавчик имеет небольшой окат, такой, знаете, импровизированно небольшой, невысокий, на 3,5 см всего. Здесь по желанию вы тоже можете сделать на эту же величину 3,5 небольшой пройму, по желанию, подчеркиваю. Вот я ее делать не стала. В описании, конечно же, девочки, ставите свои размеры. Я такие усредненные варианты буду сегодня говорить. У нас у всех разный рост, свои какие-то индивидуальные потребности, да, ну, то есть мы хотим, кто-то хочет длинный, кто-то хочет короткий джемпер и так далее. Пожалуйста, учитывайте, фантазируйте, включайте свою творческую энергию, делайте вещь приемлемую конкретно для вас, да, то есть обработка выреза горловины, там какие-то швы свои особенные применяйте. Пожалуйста, пожалуйста, рассматривайте данный мастер-класс как проектная часть к вашему изделию. Итак, у нас будет составлено вот такое описание. Я его выкладываю всегда под видео. Смотрите там внимательно. Зачитывать я его не буду. Размеры я уже сегодня говорила. 42, 44, 46, 48, 50, 52. По поводу расхода пряжи. У меня постоянно возникают вопросы от вас про расход пряжи. Я вам сейчас скажу. Дело в том, что очень сложно предугадать, да тем более еще поразмерно, у меня прям требует поразмерно, скажите мне там на 52 размер, сколько пряжи. Ну, я не могу вам сказать, сколько пряжи. Есть какие-то формулы, которые расчет этой пряжи, исходя из метража. То есть все определяется опытным путем. Вы же понимаете, что у нас проектная часть идет, и мы не можем с вами вот так прям до точности, до мельчайшей сказать. Общий расход обычно при средней длине изделия от 500 до 600 грамм. Вот я общий расход. Я обычно вот этот усредненный показатель пишу. Если узор с косами, он много вбирает в себя пряжи, да, то есть там идет повышенный расход. Ну, то есть на все надо вот так смотреть, так скажем, мы можем это все дело предусмотреть заранее, да. Так, а сейчас давайте приступим к вязанию образца. Сегодня мы будем с вами вязать очень-очень простой узор. Смотрите, половина джемпера связана резиночкой 1 на 1, простая резиночка. Там, конечно, машинная вязка, у нас с вами ручная вязка, и она вот такая вот, более, скажем так, не так немножко выглядящая, да, как при машинном вязании. А вот эта вот резиночка называется жемчужная, я ее видела, а ее называют по-разному. Это из патентных узоров резинка, вяжется таким вот способом. В общем-то, я видела разные названия этой резиночки. Давайте будем называть ее жемчужная. Вот мне это название понравилось. Она довольно-таки интересная и очень простая, видите, да? Какая она рельефная по сравнению с обычной. Я сейчас покажу, она состоит всего из 2 петель раппорт и 2 рядов.
Смотрите, первый ряд вяжем. Значит, делаем с вами вот такой накид. Вот такой накид делаем. И снимаем петлю вместе с накидом, как изнаночную. Затем вяжем лицевая. Опять делаем такой накид, петлю снимаем, не провязывая, с накидом вместе. Лицевая. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. Делаем накид, петлю снимаем, не провязывая, лицевая. И так далее. Вяжем до конца ряда. Набирать любое количество петель кратное 2. Понятно, да? Сейчас я вам показываю сразу второй ряд. Изнаночную вяжем кромочные, переворачиваем на изнаночный ряд, и в изнаночном ряду смотрите, что вяжем. Значит, первая петля вяжется изнаночной, вторая вместе с накидом провязывается лицевой. Опять изнаночная, лицевая вместе с накидом, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Давайте до конца, а то я уже как автомат начала вам выговаривать. Так, все, довязали до конца. И далее у вас идет повтор раппорта с первого ряда снова. И получается вот такой жемчуг у нас рассыпается, да, красивый. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Вы, конечно, свяжите, потренируйтесь. А моя задача посчитать плотность. Особенно меня интересует плотность, конечно, по вертикали этого узора. Потому что сейчас вот этот конус вывязывать нужно будет точно знать плотность по вертикали. Ну, хотя и по горизонтали тоже нужно знать. Итак, у нас с вами горячий пар. Обдаем горячим паром с утюга и тянем. Он у нас сейчас очень влажненький такой образец. Хорошо тянется. По горизонтали тянем, по вертикали тянем. Все мы вытянули. Нам это очень важно. Очень. Еще разочек. Сказать, контрольный выстрел, да? Потянем его в длину. Я все очень переживаю. Всегда важно в длину максимально знать, какая там будет потом у него длина. Все. Длина, ширина, все есть. Оставляем сохнуть. Теперь прикладываем линеечку и измеряем ширину. Ширину образца. У меня 13 сантиметров вместе с кромочными. И у меня вот, например, 24 петли набиралось. Делим на 13 сантиметров и получим циферку 1,85, можно так, сотых. 1,85 сотых у нас умещается петель в 1 сантиметре. Вот. Надо это записать, а то забуду. Так. Итак, в 1 сантиметре 1,85 петель. Записали. Теперь по вертикали измеряем. Смотрите, я буду измерять резиночку отдельно и вот эту патентную резиночку тоже отдельно. Значит, для резиночки сейчас я делаю измерение. У меня получилось 4,5 сантиметра. Обычная резинка 1 на 1. Нам это тоже важно. 4,5 сантиметра и посчитаем, сколько рядов. Резиночка 1 на 1 обычная у меня получилось 10 рядов. И делим на 4,5 сантиметра, которые мы измерили. Получается плотность резинки по вертикали 2,2. Запишем. Также вот здесь я отдельно пишу в 1 сантиметре 2,2 ряда. Так, теперь давайте измерим
вертикальную плотность у нашей патентной резинки. Также я прикладываю. У меня сейчас 7 сантиметров ровно. И считаем также ряды. Так, у меня получилось 16 рядов и 7 сантиметров. Да? Давайте измеряем. 16 делим на 7. Получается 2,28. Ну, то есть 2, в принципе, 3, да, округляем. То есть вот сюда в патентную резинку я пишу плотность по горизонтали 2,3 ряда умещается в 1 сантиметре. Так, теперь по поводу вот нашей резинки. Давайте тоже по горизонтали измерим. Она у нас довольно-таки, видите, как выглядит. Ее надо расширить, конечно же. Но я почему-то думаю, что также будет 1,85. Так, она просто более такая у нас скукоженная, я бы так сказала, да, стянутая. Ну, давайте измеряем. Значит, получается, также мы растянули 13 сантиметров, ну и тоже количество петель, да, все правильно. Плотность для простой резинки мы также возьмем 1,85 петель в 1 сантиметре. Так, сделали эти вычисления. Спицы у меня 3,5. И сейчас будем по выкройке составлять описание. Еще раз показываю вам, как выглядит разница между резинками. Это очень красиво смотрится, согласитесь. Это рельефно, это так простенько, да, на фоне обычной резиночки. Наша патентная резинка выглядит весьма эффектно. Красиво тогда. Прям мне нравится. Так, ну давайте сейчас смотрим выкройку. Вот такой выкройку я предлагаю, девочки, использовать в сегодняшней модельке. У нас с вами будет небольшой окат рукава, скос плеча. И я хочу сказать, что резинка у нас используется, 2 варианта резинки, поэтому никакой оверсайз там не получится. То есть все будет как бы немного облегающего такого силуэта, да? Поэтому, значит, смотрите, для размера 42-44 я беру ширину 47 сантиметров полотна спинки и переда. И в петельном эквиваленте это 86 петель при нашей плотности в 1 сантиметре. Мы только что посчитали 1,85 петель. То есть 47 я умножаю на плотность по горизонтали 1,85, получаю 86 петель. Для второго размера 46-48 ширину спинки и переда берем 52 сантиметра и в петельном эквиваленте также считаем 96 петель получается. Для 50-52 размера берем 57 сантиметров ширину спинки переда и в петельном эквиваленте это 106 петель. Вот все эти петельки я написала. Вязать начинаем с вами резиночкой 1 на 1. И самый интересный момент это сформировать вот такой красивый клин. Если вы внимательно посмотрите на изделие, вы увидите, что клин у нас идет не сразу вот отсюда, да, а какое-то количество петель здесь присутствует по горизонтали. Я посчитала, но у модели это 8 петель. 8 петель. Для маленького размера я так и сделала 8 петель. Вот, для среднего размера я сделала 10 петель. И для третьего размера 50-52 я сделала 12 петель. И образно говоря, наш узор будет вот таким образом выглядеть. Посмотрите. То есть на определенной высоте у меня получается 30, 29, 28 сантиметров от начала вязания. Мы начинаем с вами резинку 1 на 1, с которой начали постепенно вытеснять, заменять жемчужной резинкой, то есть вторым нашим узором. Вот. Сейчас я схематично нарисую, как это выглядит. То есть смотрите, представьте, что это вот этот самый 30 сантиметр, да, нашей высоты, и мы с вами
в середине оставляем 8 петель для первого размера, 10 петель для второго, 12 петель для третьего размера. И провязываем их уже жемчужной резинкой. То есть через 30 сантиметров переходим на жемчужную резинку, но она у нас клинышком идет. То есть она у нас вот так идет. Раз, да, образно говоря, два. Вот. Вот так, вот эта высота у нас будет разная тоже для разных размеров. Смотрите, вот вы, значит, заменили в первом ряду 8 петель. В следующем ряду у вас включаться должно по 2 петли. То есть в каждом ряду по 2 петли от нашей резинки мы заменяем простую резинку на жемчужную. С двух сторон 2 петли в каждом ряду. В итоге у нас получается, смотрите, вот этот клин высоту будет занимать у нас в зависимости от нашего размера 8 сантиметров, 9 сантиметров или 10 и 10 сантиметров. Будет он в высоту у нас в зависимости от размера. Сюда у вас будет 38 петель замещаться. Для второго размера 42 петли. Для третьего размера 46 петель будет сюда замещаться резинкой. Если мы берем по 2 раза, я сейчас рассматриваю один клин, то есть вот одну сторону, вторая будет также зеркально, да, вязаться. Смотрите, откуда взялась вот эта цифра 38 петель, которую я должна буду на протяжении всего клина заменить от простой резинкой жемчужной резинки, да? Смотрите, значит, у меня первый размер, общее число 86 петель, да? Минус 2 кромочные сразу я отнимаю, чтобы они у нас не участвовали, да? Отнимаю 8 петель по центру, так? 76 петель осталось. Делим на 2 скоса. Получается на каждый скос 38 петель. Вот о чем я вам сейчас и говорю. То же самое я проделала с другими нашими узорами, ну, другими размерами, и получается вот эти цифры 42 и 46 петель. Закрытие, вернее смещение вот это будет происходить у нас в каждом ряду по 2 петли, и будет получаться вот таким образом. Первый раз у нас будет 19 раз по 2 петли. Это я один скос рассказываю. У вас зеркалится второй скос. Для второго размера 21 раз по 2 петли. И для третьего размера получится 23 раза по 2 петли. Вы будете включать в каждом ряду вот сюда, заменять простую резинку жемчужной резинкой, пока у вас все не заменится до конца. То есть все 38 петель не станут жемчужными. И должно это случиться, по моим расчетам, на высоте начала проймы. Вот тут. Понятно, да? То есть я как-то вот своими расчетами, которые я буду опубликовываю всегда в виде текстового варианта, эта инструкция по вязанию будет под видео. Вот там я это все подробно расписываю. Как сформировать скос плеча. На каждый скос у нас пришлось по 24, 28, 32 петли. В 3 этапа закрываем в каждом втором ряду. Поскольку петель, там я расписываю. На вырез горловины у меня пришлось на первый размер 38, второй 40, третий 42 петли. Вот. Теперь давайте перейдем с вами... как сформировать вырез горловины по переду и спинке, тоже все в описании есть. Здесь останавливаться я сейчас детально на этом скруглении, сколько петель последовательно закрыть, все почитайте в виде текста под видео. Теперь, что касается рукавчика. Смотрите, у нас есть рукав, вот, и у него есть планка, которая вяжется резиночкой 1 на 1 на высоту приблизительно 10 сантиметров. Затем у нас идет
опять жемчужная резиночка включается. Вот. Высота жемчужной резиночки у нас для скоса будет составлять 35 сантиметров. 35,5 у меня. У вас должна быть своя мерочка, потому что рост у нас у всех разный, девочки. Я сделала, конечно, длину изделия среднюю такую, 58 первый размер, 59 сантиметров второй, 63 размер. Но, опять-таки, у вас есть свои предпочтения, свои какие-то пожелания, поэтому вот эта мерочка, она должна быть все-таки индивидуальной, я так думаю. Хорошо, если вы на средний рост подходите, а вдруг вы хотите короткую какой-то джемпер, да? То есть откорректируйте вот эту мерочку под себя. Так, теперь что касается рукава. Нам надо по скосу с вами определиться, сколько петель в каком ряду будем прибавки делать, да? Смотрите, у меня самой широкой части рукава по нашим данным, вот здесь у меня пройма, высота была 18 первый размер, 19 сантиметров второй и 20 сантиметров третий. То есть отнюдь не самый широкий рукав, да? Вы посмотрите на модель, он там не широкий. Вот, соответственно, здесь у нас, где будет рукавчик, в 2 раза увеличиваем вот эти циферки, да, и умножаем на плотность. Получается петельки. Петельки у меня получились первый размер 66 петель, второй 70 и третий 74 петли. По низу рукавчика набираем 48, 50, 52 петли, вот, и вычитаем разницу, сколько петель нам надо прибавить. Из 66 отнять 48, у меня получается 18 петель, и делим на 2 скоса, на каждый скос по 9 петель приходится. Таким же образом я посчитала петельки для других размеров. Получилось 10 петель и 11 для третьего размера. Вот. А теперь нам надо эти все петельки равномерно прибавить. Как посчитать? Смотрите, если у нас идет от планки до окончания рукава, вот у меня стоит 39 сантиметров, да, я отнимаю окат, он у нас совсем такой укороченный, знаете, такой карликовый, 3,5 всего в высоту, я его отняла, у меня 35,5 получилось. Вот эти 35,5 сантиметров я умножаю на нашу вертикальную плотность, она у нас, вот смотрите, 2,3 в 1 сантиметре, 2,3 ряда. Поэтому я умножаю на 2,3, и у меня получается 82 ряда. А теперь эти 82 ряда я делю на 9. И получается в каждом 9 ряду у меня прибавка. Опять для второго размера 82 делю на 10 в каждом 8, и 82 делю на 11, получается в каждом 7 и 8 чередуем. Так, это тоже понятно, как посчитать. Все это будет под видео выложено в виде текста. Так, ну, конечно же, свои индивидуальные мерочки, девочки, вы делаете. Я думаю, что, в принципе, я все подробно рассказала. Не игнорируйте, пожалуйста, нашу вертикальную плотность. Эта резиночка, особенно жемчужная, она довольно-таки такая объемная, и ее надо все-таки тянуть. Да, то есть после стирки ваше изделие, если вы сейчас вертикальную плотность проигнорируете, оно у вас сильно вытянется. Вот. Поэтому она такая рельефная резиночка, и она вытянется. Да? И вот как у меня получилось. Такой прям был скукоженький образец, такой пышненький. А после того, как я его потянула, в общем, он довольно-таки так вытянулся в длину. Поэтому то же самое может произойти с вашим изделием. Вот чтобы исключить вот это нежелательное явление, пожалуйста, любой вертикальный размер умножайте на вертикальную плотность и переводите все в ряды. Вяжите согласно вот этой рядности. То есть количество рядов обязательно соблюдайте. Считайте их. Вот, а не сантиметрами измеряйте, да, типа там на глазок. Нет, так это не пойдет. Так, конечно же, девочки, вы вправе изменить конструкцию по своему желанию. Это творческий процесс вязания, да. Вы можете сделать себе вот здесь какой-то пройму. Я думала об этом. Вот эту неглубокую на 3,5 сделать. Вот, пожалуйста, можете вывязать ее. То есть любое ваше желание вы можете исполнять самостоятельно. Мой вот этот видео мастер-класс является учебным, и, естественно, очень желательно, чтобы вы не слепо следовали тем
писаниям, которые публикуются, но и привносили какое-то свое, я не знаю, участие, да, то есть корректировали хотя бы что-то там, пересчитывали немножечко, вот. Ну, в целом, наше проектное решение, я думаю, удалось. Я желаю вам удачи и до новых встреч!